описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте. В Китае сегодня стартовал 8-й сезон. И давайте пройдемся по тому, что мы там увидели. Начнем с доната. Встречает нас вот такое вот донатное предложение. Это у нас простенькое, совсем дешевенькое, с сундуком на выбор. Обычного ДД с 1, по-моему, по 3 сезон. Здесь еще хлебушек и 5 гелиолитов. И есть чуть посерьезнее. Здесь уже сундук выбора редкого героя ДД. Также хлебушек, 2 свиточка, 2 яйца. Стоит в 5 раз дороже. Боевой пропуск выбор путешественника теперь у нас содержит такой вот облик на куклу нашу. И разница между третьим эффектом и первым, это вот в этом синеньком свечении видим, да? Также у нас здесь анимированная аватарка куклы в новом дизайне. Ну а по наполнению самого боевого пропуска все то же самое. Также у нас появился боевой пропуск шахмат. И за платную часть мы получаем на весь сезон дополнительный сброс ларца наследия. То есть так доступен один сброс, а так будет 2 сброса в неделю до конца сезона, то есть потом придется заново покупать. Здесь у нас новые фрагменты, о них чуть попозже, и новый дизайн поля боя, эпический, тоже покажу потом. Ну и эмодзи также, и еще эмодзи и ресурсы для прокачки ларца. Все это добро стоит $20. Недельные подписки, они не изменились по сути, но изменились по содержанию, потому что у нас теперь в этих сундучках есть шанс на то, что выпадет вот такой вот редкий фрагмент. О них опять же попозже. Как и в прошлом сезоне, на старте сезона в течение 7 дней, то есть недели, у нас доступен вот такой вот кэшбэк, событие на кэшбэк. Максимальный кэшбэк у нас так и остался 10 тысяч кристаллов дракона, здесь у нас 25 гелиолитов и 50 осколков 5 сезона. Это важно. По донату больше ничего не поменялось, не добавилось. Что по вот этому новому обменнику? В новом обменнике используются вот такие вот фрагменты, желтые, и вот такие вот белые. За желтые фрагменты у нас здесь первая вкладка, это самая ценная вкладка, 800 фрагментов стоит эксклюзивный герой поддержки. За 300 фрагментов можно взять эксклюзивного героя ДД. Также за 120 фрагментов у нас редкий герой поддержки и за 120 фрагментов какой-то мусор. Вообще кошмар, зачем они здесь? Вторая вкладка, здесь содержатся товары вот за эти белые фрагменты. И здесь у нас цены такие же видим, но наполнение отличается. У нас здесь 2 подборки. Первая подборка это у нас омертвление, и вторая подборка это у нас лед. Подборки будут меняться каждые 2 недели, видим, что здесь, что здесь. Причем я не совсем понял, везде у нас здесь видим ограничение на покупку 1 единица. При этом вот здесь вот у льда мы не видим такого ограничения. Ну, возможно, что это баг отображения. Также скажу, что вот эта вот первая вкладка здесь будет обновляться каждый сезон. То есть в сезон доступна только 1 покупка, и возможно, что в следующем сезоне наполнение будет меняться. Ну, с учетом актуальных героев. И третья вкладка, самая, на мой взгляд, бесполезная. Здесь у нас 4 сундука, 2 сундука с героями поддержки, простенькими, и 2 сундука с героями ДД, простенькими. Это у нас герои на выбор. Я не советую здесь что-то покупать, потому что все-таки 50 фрагментов за 6 таких вот героев можно купить целого эксклюзивного героя. И мне кажется, это гораздо ценнее, потому что пока мы будем собирать этих эксклюзивных героев, нам все равно рано или поздно что-то здесь нападает. Хотя, если вам тяжело без каких-либо конкретных героев, да, которые вам по каким-то причинам не падают, ну не везет. Ну, на крайний случай, скрипя зубами, можно, конечно, потратить, купить здесь пару сундуков. Но если вы донатите, я бы посоветовал лучше уж тогда купить их здесь за вот эти вот очки контрактов, которые мы получаем за покупку боевых пропусков. Так как здесь больше ничего полезного, кроме этих сундуков, нет. А эти фрагменты, как я уже сказал, можно будет потратить здесь. Тем более, непонятно, какие здесь герои будут. Возможно, что с 1 по 3 сезон. Так как в этой вкладке самые ценные, мы видим, что здесь с 4 по 5 сезон герои. Ну, логично предположить, что здесь с 1 по 3. То есть в том числе Билдель, вполне возможно, что здесь будет. Так что давайте посмотрим, время еще есть. Из новых разделов здесь есть еще один. Это вот этот вот. И здесь используются те самые монеты, которые мы получаем за рейтинг в шахматах. То есть за рейтинг по сезону в шахматах. Мы будем тратить вот эти монеты, получать на косметику. Здесь у нас представлен новый дизайн для нашего поля боя. Тут у нас Эманлейда кайфует, сидит на поле. Загорает под солнцем, под толщей морской. Забыла, правда, бутерброды, но ничего страшного, ей и так по кайфу. Напомню, для тех, кто вдруг, может быть, не знал, да, в битве в таверне в шахматах у нас здесь есть рейтинг, здесь есть сезонные награды.
И здесь у нас те самые монеты. За сезон мы получаем ту же возможность по обмену. То есть гелиолиты 15 штук, 500 окаменелостей и 2 сундука с такими героями континентального испытания. За 8 сезон у нас будет такой же обменник. Единственное, что в этом сундучке добавится еще вот этот вот герой. По бесконечному сундуку в Китае меня как-то вводили в заблуждение своим описанием. И нет, мы не можем в первый день вытащить здесь какие-то вещи, у которых характеристики определенные. Потому что в Китае было такое описание, как будто бы мы могли это сделать в первый день. Нет. Все то же время ожидания видим. 7 дней всего, и на 8-й день мы вытаскиваем свои вещи. По наградам за рейтинг сезона у нас здесь ничего не поменялось. И главная награда у нас будет вот такая вот анимированная аватарка этого золотого дракона. И вот так выглядит тот дизайн поля боя, который у нас в боевом пропуске шахмат. Вот так вот он выглядит, побитый робот наш. Симпатичный дизайн такой, да. Тут вид сбоку и вид спереди. Как мы получаем вот эти вот фрагменты? Ну, в первую очередь мы их получаем через прямое конвертирование осколков, которые у нас есть в рюкзаке. Мы нажимаем на кнопочку конвертации, и у нас всплывает вот такое меню. Обратите внимание, что осколки 4 сезона и 5 сезона, только они, да, меняются на вот эти желтые фрагменты. А осколки 1, 2 и 3 сезонов у нас уже меняются на фрагменты вот эти белые, ну, более дешевые, скажем так. Ну и в том самом боевом пропуске шахмат тоже 24 фрагмента. Также в воронке за топ-5, те сундучки, которые мы получаем на выбор, да, осколков, здесь уже включены вот эти новые фрагменты, и их здесь 4 штучки в каждом сундуке. Но обратите внимание, здесь уже приписка 8. То есть сундуки с 7 сезона, скорее всего, накопить и перенести в 8 сезон. И здесь уже открыть и получить вот эти фрагменты не получится. То есть в сундуках с 7 сезона, скорее всего, так и останутся вот эти вот только 2 варианта. Что насчет воронки? Воронка достаточно сложная, то есть мы заходим в нее и сразу умираем на первой сложности. Если вам интересны навыки, я их позже буду переводить. Если вам хочется это сделать пораньше, можете сделать это экранным переводчиком, в том числе через Google Объектив. Это у нас одна голова, и это у нас вторая голова. Топ воронки выглядит теперь вот так вот. 2 команды. Причем не показано, какая команда сколько набила урон. Просто показывается итоговый. И посмотреть мы это здесь не можем. Подготовка к бою теперь выглядит вот так. У нас здесь одна команда и вторая. Мы переключаемся между ними. И когда мы сохраняем команду, у нас сохраняются обе в один слот. Вот таким вот образом. При этом, когда мы заходим в настройку снаряжения, у нас здесь в разнобой видим перемешанные герои. Настраивать их будет крайне неудобно, но пока что только так. И естественно нам понадобится 2 комплекта снаряжения, включая питомцев. То есть мы не можем одного использовать на 2 команды, но это было бы странно, да? Ну и логично, что теперь у нас нужно 2 комплекта. И как выглядит бой, давайте посмотрим. Как я уже сказал, боссы довольно-таки жесткие. Яйца я не знаю, здесь каким-то образом что-то с ними делать надо, но у меня здесь не справляется команда с этой задачей. Бои идут в реальном времени, и в реальном же времени мы вот так вот между командами переключаемся, чтобы посмотреть, как себя чувствует в этот же момент вторая команда. И видим, что здесь куча ослаблений, штраф защиты, штраф к атаке, много урона, а у нас урона, соответственно, мало. Переключение происходит довольно-таки длительно. И вторая команда, вот эта вот яда, которая у нас теневая сторона босса, она у нас для массового урона, где вот эти яйца появляются, она здесь вообще не живет. То есть прошла минута, и уже здесь все умерли. Автоматически переключается на первую. Здесь у нас 2 героя поддержки, очень сильных, эксклюзивных. Мне повезло вот с этим грифом, он мне выпал. Здесь они живут дольше, правда урона наносят меньше, чем команда яда за менее короткий срок. Ну и собственно вот так вот у нас выглядит результат. Смотрим на обе команды статистику. В 8 сезоне у нас один новый питомец, это вот такой мелкий демон. У него какой-то странный навык, по-моему, на увеличение точности для нас и снижение точности для противника. Плюс ко всему он воскрешает там что-то каждые 30%. Ой, 30 секунд. Я не смотрел, не переводил, дальше будем разбираться. Также у нас доступно несколько героев. Это у нас эксклюзивный герой поддержки, тот самый гриф. Стихия огня. Навыки не переводил, но он сильный. У него здесь в таланте
уже заложен штраф к атаке на 10 секунд для всех врагов. Плюс ко всему он там с пассивного навыка много чего делает. Распределяет урон, снижает урон, бессмертие там дает в случае смертельного урона. В общем, будем переводить и вникать. И очень жирные щиты у него с абсолютного навыка. И, конечно же, у него очень сильные пробуждения. Он лечит с боевого навыка 2 цели, а вот на втором пробуждении будет лечить уже 5. И, скорее всего, второе пробуждение ему будет необходимо для полноценной работы. Второй эксклюзивный герой поддержки — это у нас герой поддержки Молнии. Сильная такая рыба, мощная рыба. Как будто бы на дискотеку собралась. Цвета у нее такие, все переливаются, неоновые. Тоже сильный герой, единственное, что я не заметил у нее в навыках лечения. Я так посмотрел, вроде бы нету. У нее здесь есть щиты, у нее здесь есть снижение урона, у нее здесь есть увеличение урона. То есть снижение для нас и увеличение урона, получаемого для противника. В том числе она там не дает накладывать ослабление и, по-моему, контроль. Так же, как и у Грифа, у нее в таланте заложен штраф атаки на 10 секунд. Ну и, конечно же, сильные пробуждения, которые влияют непосредственно на то, что она дает. Ну и есть еще 3 редких героя поддержки. Это у нас вот такой вот Таурен, как будто бы с World of Warcraft сбежал. Должен быть полезный. Там, судя по навыкам, какой-то тотем он ставит, там вроде бы может быть полезным. И прям, скорее всего, как мне кажется, как минимум, на арене может пригодиться вот этот вот орк безглазый, пострадавший, бедолага. Еще один душитель змей. Он здесь жертвует здоровьем, чтобы блокировать контроль, который пытаются нам сделать. То есть, например, против Аннелизис вполне возможно, что на арене такой чувак зайдет. Ну, также у него здесь есть штраф к атаке, замедление, видим, по 3 линиям. Штраф к атаке и контроль. Видим, контроль бьет по площади. И третий герой — это у нас вот такая вот демонесса. Интересный дизайн, у нее вон руки выросли из спины и уже паучки там паутину свою наплели. Может быть, даже уже пару мух там словили и съели. Тоже не смотрел я особо навыки. Здесь у нас баф защиты из таких эффектов видимых. И, по-моему, она там много щитов дает. Будем потом разбираться. В феях нам будут давать вот такого вот героя. Я не знаю, будет полезно, нет, скорее всего нет. Но дизайн, кстати, вполне себе такой детализированный, неплохой. По новым героям ДД пока что сказать нечего. В режиме дуэли в шахматах они тоже здесь доступны. Их можно почитать, навыки попереводить. Я пока этим не занимался. Здесь нужно переводить навыки, попозже этим займемся, да. Пока что я их не переводил. Модельку пробуждения мы пока посмотреть здесь нигде не можем. В галерее они недоступны, пока баннер не появится самого героя. По баннерам у нас здесь на старте сезона доступен баннер сборной. Тот, который был уже анонсирован. Здесь у нас герои с 1 по 7 сезон. Также у нас доступен баннер поддержки. Героев поддержки 8 сезона. И в пуле героев, конечно же, 2 эксклюзивных. Так же, как было и до этого. И все остальные. Ну и, конечно же, баннер за билеты сезона. У меня здесь впервые в Китае были золотые билеты. Каждый день заходил в игру, чтобы покрутить этот баннер. И как вы думаете, что я получил? Конечно же, ничего. В шахматах теперь появились еще вот такие вот билеты. Эти билеты увеличивают награды за бой. Не знаю, какие именно награды, я их еще не тестировал, потом посмотрим. Они восстанавливаются каждую неделю, то есть на всю неделю у нас 2 билета. Также обратите внимание, что максимум билетов вот этих для режима дадзё у нас увеличилось. И теперь у нас их 6 штук, чтобы нам не приходилось каждый день по 2 билета тратить обязательно. Меня, честно, это раздражало. У нас в режим дадзё здесь добавились новые школы, 3 школы, да, и, соответственно, лента наград тоже выросла по длине. Также для испытания вот этих стратегов тоже у нас там еще 3 десятка этапов добавилось. В битве в таверне у нас добавился еще один герой для бана. Вот в системе бана теперь 3 героя. Также в битве в таверне у нас доступны временные герои. При составлении колоды мы можем взять кого-то из определенного списка. Здесь у нас герои ауры. И этот список будет меняться. Насколько я помню, эти временные герои также доступны для других режимов. Единственное, что в дадзё у меня сейчас нету школы ауры здесь для прохождения, поэтому они там не отображаются. При этом в испытании вот этих стратегов, или как они там называются, эти временные карты недоступны. В этой системе временных героев, если у вас уже такой герой из этого списка есть, ему добавляется одно пробуждение. И выглядит оно вот такой вот штучкой. Причем оно касается в том числе и эпических героев. Вот это вот уже интересно. Ну, лента наград, конечно же, включает здесь новый талант. Ну и вроде бы все. Ну и новые эти реликвии. Некоторые. В основном те, что мы уже видели, да, но некоторые добавлены.
Насчет разблокированных оставшихся 3 школ. Ледяной взрыв выглядит вот так. То есть эффекты вот эти вот привязанности и эффекты эксклюзивных героев здесь вы видите на экране. При этом эффект школы ледяного взрыва звучит так, что при 3 героях у нас минус 500 защиты получают враги, при 5 героях минус 1000. Когда билдели у нас на 5 звезд, то, соответственно, 2000 теряют защиты враги. Школа разъедания выглядит вот так. То есть их эффекты вы видите на экране. И эффект школы конкретно, да, у нас здесь звучит так, что при 3 героях разъедания враги получают минус 500 атаки, при 5 минус 1000. И когда у нас еще и рук 5-звездочный, то минус 2000 атаки враги получают. Но школа горения выглядит вот так. Их эффекты вы видите на экране. Новая волчица, кстати, это герой дальнего боя. И у нее здесь оглушение плюс парирование. А эффект самой школы звучит так, что при 3 героях они получают 60 единиц ускорения, при 5 120, и когда у нас Ашетиус имеет 5 звезд, то 180 единиц ускорения. По артефактам у нас здесь то, что мы уже видели, да, в анонсах и во всем вот в этом вот информацию. Давайте я снова ее проговорю. Здесь у нас эксклюзивный артефакт рейты. Это у нас очки здоровья, точность, параметры, и при продлении 3 и более ослаблений рейта будет накладывать на 12 секунд разлом защиты. Плюс ко всему союзникам на 18% при полной прокачке артефакта будет также на 12 секунд увеличивать урон. Сильно, надо брать. Саверию артефакт добавили. Кстати, довольно-таки неплохой эффект. У него здесь плоская атака и просвещенность, а эффект такой, что есть 50% шанс на то, что не будет израсходована метка вот этой кровавой луны, которую он вешает в начале боя. Также каждые 10 секунд на 20% будет увеличиваться его урон вплоть до 100% максимум, пока он жив. Неплохое увеличение урона, неплохое. Посмотрим, сможет ли он с таким артефактом играть, допустим, неплохо там на континентальном испытании, либо на финальном боссе. Но как минимум какой-то урон будет выдавать по-любому. Вот про Ефера артефакт уже говорили, там что-то он жертвует клоном, чтобы блокировать большой урон по союзнику. Артефакт Ирмуша довольно-таки сильный. Ну, это прям серьезный такой артефакт. Мало того, что он снимает ослабление и контроль, когда он дает там иммунитет вот этот с боевого навыка, так он еще и на 40% на 10 секунд увеличивает урон союзников. Из обычных артефактов, я имею в виду не эксклюзивных, здесь добавили один. И он дает лечение на 30% от урона, который разобьет щит. То есть у нас есть щит, и, соответственно, когда его разбивают, 30% от этого урона переводится в лечение. Этот эффект срабатывает раз в 10 секунд, и в начале боя он накладывает нерассеиваемый щит 10% максимального здоровья. И украсть его тоже нельзя. Интересный артефакт, возможно, даже будет полезным. Артефакт с коридора фей я что-то рассматривать даже не хочу. Там какой-то слабенький эффект, я помню, его переводил, мне он не понравился. Обычно у нас эти артефакты лежат где-то, либо максимум используются в арене клинков. Ну и чуть не забыл нашу женщину на стуле, ее вернули. Если кто по ней соскучился, она вернется у нас в 8 сезоне. Это пока что все, что мы здесь увидели нового. То, что вот в первый день бросается в глаза. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.